Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 января. Давайте с вами узнаем, что или кто, может быть, появится неожиданно и к чему это все идет. Скорее всего, какая-то история, которая тянется из прошлого. Так вот, узнаем, с чем или с кем опять-таки будут связаны неожиданности. Но тут, скорее всего, такая неожиданность, как то, чем мы прежде занимались, или то, что мы хотели когда-то осуществить. Возможно, по каким-то причинам были некоторые барьеры, препоны, хотя я допускаю, что это, опять же, история, которая вам знакома, когда вы раньше что-то даже сделали, например, да, и то, как вы чего-то не видели, как, может быть, изменились, допустим, некоторые пункты в законодательстве, вам, возможно, придется кому-то переделать документы или какая-то еще история, которая связана с вашей, может быть, деятельностью, она может вернуться. Но я точно так же не исключаю, что это может быть связано и с человеком тоже. Поэтому период с 10 января, скорее всего, и даже на более продолжительный срок будет связан с продолжением чего-то нам уже хорошо знакомого. Но неожиданно как раз и могут проясняться некоторые детали дела, открываться некоторые обстоятельства. И в зависимости от услышанного, увиденного, от какой-то информации мы, возможно, вынуждены что-то переделать. Вот давайте с вами узнаем, что нам подскажут карты? Две колоды. И первая колода – это 78 дверей. Узнаем. Потоковая информация. Вопрос не задаем, а позволим картам раскрыть, чем нам придется заниматься с 10 по 20 января. Какие знаки судьбы? Вот три карты, как знаки судьбы. И потоковая информация мы с вами достанем. Ну и где-то открыты-закрыты двери можем уже ориентироваться, как мы решим этот вопрос или какие, может быть, и ресурсы в наших руках. Итак, первая карта, первый знак судьбы. Какая там неожиданная информация, что вас ждет с 10 по 20, с чем это будет связано или с кем. Дополним наш прогноз картами Таро. И первую карту, так что ж там неожиданно, что неожиданно появится, или какая может быть оказия, а возможно и кто, с кем или с чем будут связаны эти самые неожиданности, которые нас, возможно, переключат на что-то. И давайте узнаем, к чему же это все идет, как будут развиваться события. И в конечном итоге что ждет, что будет или меняться, или как мы можем решить какой-то вопрос, какие ресурсы, может быть, в ваших руках, получится что-то осуществить, как это повлияет на вашу жизнь, причина и следствие. И узнаем по основным сферам жизни с 10 по 20, чего ждать в сфере личной жизни, любви, взаимоотношений в целом. Чего ждать, к чему быть готовым, сфера финансов. Ну и что вас ждет в работе, в каких-то ваших достижениях, важные встречи, документы, согласования. Давайте будем узнавать. Первая карта, первый знак судьбы или потоковая информация. Вот правда тут касается взаимоотношений. Ну, вообще очень добрая карта, закрытых дверей, как вы видите, нет. Это какие-то контакты. Поэтому в целом нам говорят, мои дорогие овны, те люди, скорее, с которыми было общение, может быть, кто вам помогал, это, знаете, как ваш круг единомышленников. Скорее всего, он с вами и остается. Возможно, это будет конкретный человек или люди, опять же, да, в зависимости от вопросов, которые вы хорошо знаете. То есть вы тут что-то будете осуществлять не в одиночку. Конечно, мы можем где-то по этой карте сказать и о ностальгии. Может быть, это у кого-то желанная встреча, но вот пока она не происходит. Или какие-то прежние контакты. Кстати, вот если мы говорим потоковая информация, может быть, даже какая-то ситуация, которая связана с человеком, может быть, с родственником далеким, с каким-то другом или подругой хорошей. Нам здесь не говорят про любовь и страсть. Нет, это карта, знаете, такого душевного тепла. Поэтому есть какой-то человек, с которым у вас складывается приятное общение. И вполне вероятно, вот этими контактами нужно дорожить, потому что для вас
это будет иметь значение именно для вашей души. Но, может быть, это как поддержка. Вполне вероятно, будут еще и те люди, которые к вам хорошо относятся. Может быть, это будут какие-то дельные советы. Но вы как будто не одни. Вот, наверное, потоковая информация. Самое главное, вот нам желает сказать карта Овен, ты вот именно не одинок. Есть кто-то, кто тебя готов или поддержать, пусть, я повторюсь, это даже где-то совет или какое-то сопереживание. В наше сложное время это тоже немного, немало. Давайте узнаем второй знак судьбы. Вопросы дома. Десятка кубков, волшебная карта. Вопросы дома. Может быть, место проживания, пребывания или планируемые какие-то ваши дела, которые касаются непосредственно в данном случае. Может быть, любовная история, семейная история, проживание вместе, вот как совместного, да. Опять же, добрые карты. Поэтому я бы не сказала, по крайней мере, по этим двум картам, что это какая-то синкопа или какая-то такая неожиданность из разряда свалившейся на нашу голову. Тут что-то приятное, мои дорогие, вас ждет. И очень гармоничны обе карты. Причем это две карты. 6 это всегда победы, 10 это по максимуму. И гармония, почему? Это четные карты, мои дорогие. Поэтому явно нам обе карты хотят сказать, что какая-то ваша, как стезя, история жизни, события вокруг вас, они будут проходить именно через взаимодействие с теми людьми, которых вы уже знаете. Третий знак судьбы. Ух, король жезлов. Карта харизматичного лидера. Но это, кстати, могут быть люди, которые тоже так же, как и вы, рождены под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Или имеет асцендент, может быть, вот есть такой человек, но в целом харизматика, конечно, тут основной смысл. Надеюсь, мы можем дать так сказать, как подсказка, закрытых дверей нет. Может быть, и есть какая-то группа поддержки, но, видимо, какие-то ключевые решения вам придется самим принимать. Может быть, и будут какие-то советы разного рода, может быть, и будут варианты, как поступить. Но это всегда человек на своей волне. Мы также не исключаем, что действительно, если вы иногда эта карта говорит, ну, к примеру, о статусном человеке. Когда вы идете решать вопрос, какую-то инстанцию, тогда подсказку нам дает, надейся сам на себя, но какое-то, тем не менее, взаимодействие с этим человеком будет. Он не будет делать за тебя какую-то работу, но какой-то, к примеру, информацией помочь вам может. С чем это связано? Давайте раскроем. А вот было какое-то ожидание. Хотя у кого-то, мои дорогие, вот конкретно продолжает нам обе эти карты все то, что я сказала. Вопросы личной истории, вопросы пары. Здесь туз кубков, у нас вообще рождение ребенка. Может быть, у кого-то это именно так актуально. Может быть, это непосредственно рождение вашего ребенка, или вы готовитесь, да, может быть, дом приводите в порядок. Но, опять же, кому это соответствует и по возрасту, и поставленным целям. Но у кого-то это может быть ожидание внуков, почему нет, да, пополнение в семействе. Вот именно есть какое-то ожидание, которое вы уже предвосхищаете, уже радость какая-то. Поэтому тут я вижу действительно десятка кубков будет говорить о том, что какая-то, знаете, такая душевно красивая палитра, личной жизни, личных взаимоотношений. По крайней мере, доброе время для всего этого. И для тех, кто один или одна, может быть, самое время задуматься, а так ли уже нужно вот где-то быть вот так сам по себе, да, или сама по себе. Поскольку здесь есть какие-то, конечно, задумки, но все карты немножко вас уводят в сторону личного счастья. Ладно, давайте продолжим. Так что ж там неожиданно для овнов? Что появится или кто неожиданно, с чем или с кем будут связаны эти неожиданности? Карта мага. Ну, тут старший аркан, мои дорогие. Здесь, правда, могут быть неожиданности. Иногда эта карта может свидетельствовать о человеке конкретно, который рожден под знаком зодиака Близнецы, отчасти где-то Дева, такое тоже может быть. Почему? Потому что в некоторых колодах это конкретно Близнецы проходят, а где-то есть и Девы. Почему? Потому что Меркурий.
И вполне вероятно, вот такой человек, а может быть, это асцендент у человека в этом знаке, может быть, и появится неожиданно, но ведь это великий практик. Поэтому все то, что я говорила, я могу сказать, что вы лидеры от начала до конца, мои дорогие. И пусть это даже вопросы личной жизни, дома, каких-то согласований по недвижимости, а может быть и движимому имуществу, но именно вам решать. И маг, он очень хладнокровен. То есть ему на практике именно благодаря рациональному мышлению и практичному мышлению очень ему удается совершить многие дела, вопросы. Но маг, он сам по себе, опять же, и никогда не знаешь, если это связано с каким-то человеком, что ожидать от этого человека, от этого мага. Мы ведь говорим, что великий манипулятор, так что же будет неожиданно? Снова шестерка кубков. Возобновление какой-то прежней истории, правда, для кого-то из вас он может проиграться. Может быть, и вы сами что-то возобновляете. Сидели, думали, передумали и пришли к выводу, что ну нет, мне нужны, может быть, именно нужны контакты с конкретным человеком, и вы будете искать, как его найти. Может быть, это по делу даже нужно, а у кого-то это по эмоциям нужно. И именно через какие-то, может быть, и воспоминания. Мы можем сами захотеть, как будто не разорвать какие-то контакты. Тут, скорее всего, нет. Тут опять же будет что-то продолжено. Но рядом маг. И, может быть, где-то и человек сделал какие-то выводы, точно так же и вы какие-то выводы, если это отношения, которые длятся долго. Нам именно об этом все карты. Или о каком-то знакомстве, важной персоне. Но тогда пробуют как будто люди договориться. Вот для вас какие-то договоренности, но для вас, мои дорогие, самое главное, возможности идут. А к чему же это все идет? Что-то вы будете сохранять. Ну, понятно, по четверке пентаклей мы так более прижимисто, аккуратно, относимся к деньгам. Может быть, надо решить какой-то и финансовый вопрос, но, в принципе, мы пытаемся, знаете, как некий, якорь для себя обрести или какое-то место безопасности, что-то продумать. Это, знаете, как вы делаете то, что потом, не заберет никто. Или когда это принадлежит и вам, и для вас это, ну, как тыл какой-то, тылы свой строите, может быть, буквально так, потому как хочется, да, вот, может быть, того места, для кого особенно, может быть, сейчас пока еще не решены вопросы, к примеру, по части жилища. Иногда такое проигрывается по четверке пентаклей. Может быть, еще и не стабилизировалась финансовая какая-то история ваша. Но тогда ваши все усилия будут именно направлены, чтобы было больше порядка. И вы все контролировали. Вот так вот вы хотите продолжать, по крайней мере, контролировать, мои дорогие, вам захочется. Так и что же будет ждать вас дальше? Ого, карта императрица. Ну, наверное, весь расклад наш практически где-то вокруг вашей личной темы. Взаимоотношения. Я не исключаю, финансы тоже. У кого-то напрямую, мои дорогие девочки, кому это опять же соответствует по возрасту и поставленным целям. Карта императрицы, вы, может быть, ждете ребенка. Или кто-то ждет пополнения, как я говорила, внуки. Или, мои дорогие мужчины, может быть, есть важная женщина в вашей жизни, которую вы, и я допускаю, кто-то будет возвращать. А для кого-то любимая женщина ждет ребенка. Мы все разные, расклад общий, поэтому перекладывайте на себя. Может быть, и вам придется о ком-то проявлять заботу. Это правда. Императрица, опять же, надеется сама на себя. Статус статусом как будто, но, может быть, и есть какие-то задачи по части работы, у кого-то бизнес или какие-то дела, документы. Но вы, как знаете, очень гармонично не сваливаете в одну кучу, а у вас так получается разделить именно вопросы любви, личной жизни и какое время, пространство будет отведено работе. По аркану императрица это, знаете, уверенность, наверное, в квадрате. Это новое качество жизни. А у кого-то это статусная карта. И я допускаю, вот как на этой карте десятка кубков двое выходит из храма, да, как венчание было, состоялось. Вполне вероятно, перевод отношений в новый статус, на новый уровень.
Так что же ждет в личной жизни и любви? Праздник, мои дорогие, даже уже не достаю дополнительных карт. Очень емко нам тут все рассказали. Тогда узнаем, чего ждать от финансов. Ух ты, еще карта мир. Вот такой у вас расклад. Даже не знаю карт, правда? Уже в целом мы можем судить, какая энергетика идет в вашу жизнь с 10 по 20. Но это старший последний аркан. У кого-то те деньги, какие-то суммы, может быть, в силу разных причин вы не смогли получить прежде, то здесь, скорее всего, вы получите. Здесь я могу допустить, у кого-то и деньги партнера могут быть точно так же, да, но кто в паре находится. Но по миру мы остаемся довольными. Более того, мы понимаем, что если мы чего-то очень захотим, проявим дипломатию, что-то вот как этот маг, вам самим нужно быть этим магом, да? Но просто, наверное, там, где дела сердечные, там, где именно любви, эмоций касается, туда не нужно какого-то скупердяйства добавлять. Но это я так попутно, потому что четверка пентаклей– это карта жадины. Или, знаете, такого сухого прагматизма. Нет, позволить себе вот эти эмоции любить и быть любимым. Но будут идти темы, которые, вот как ответственность на вас, правда, вот это я увидела, и все карты нам подтверждают. И, видимо, придется вам переключаться на какие-то вопросы, которые, к примеру, касаются именно финансов. Или где-то вот работы. Или пусть через финансы организовать что-то дома. Или пусть это даже не дома, а решение каких-то иных задач. Но у вас получается вот так гармонично соединять и вопросы труда, и вопросы где-то быта, и ваши достижения, ну и приятные эмоции. Так что же ждет в работе, важных встречах, согласованиях, обновление какое-то? Вот в таких гармоничных энергиях, тем не менее, вы можете еще получить как какое-то известие. Вы можете получить кто-то, предложение. Может быть, кто-то решит сам, я буду строить карьеру. Здесь для кого-то из вас, может быть, знаете, как начало, своеобразный новый период, и я допускаю, кто-то примется изучать, может быть, дополнительные направления с целью дополнительного заработка. Или мы можем изучать и понимать, тут у каждого в своей сфере, но это больше касается именно на достижения или на заработки, все-таки пентаклевая карта. И мы понимаем, зачем мы это делаем, потому что потом как будто мы все равно это логически сводим к какому-то финансовому успеху, к материальной выгоде. И иначе говоря, не просто что-то экзальтированное. Пентакли– это что-то земное, теплое, родное, мои дорогие. Вот у вас какая-то реализация нового проекта практически на пороге. Что-то важное может решаться у вас. А может быть, это и будет документ, который, кстати, по части подписываем, да, и он будет касаться непосредственно личной жизни. Не обязательно, что это буквально бракосочетание. Ну, мало ли, может быть, вы хотите, желаете встретиться, кто-то, к примеру, может оформлять документы, визу, куда-то собираться, да, или готовиться, может быть, встретиться, да, и для этого тоже нужно проделать какую-то работу. Вот перекладывайте на себя добрые энергии, идут в вашу жизнь. С 10 по 20 января у вас все получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на телеграм-канал. Я оставлю ссылки в описании под видео. На канале Телеграм я пытаюсь соединить контент, мой контент с разных мест, как каналов YouTube, точно так же мой сайт. Или для кого это удобно переходить в одном месте, буду рада вам. И я вас люблю, а вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.